Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Приветствую вас на своем канале. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. И сегодня речь пройдет о верхних формах, а точнее моделировании полигелем при помощи верхних форм. Технология не новая, но с появлением акригеля приобрела новую волну популярности. Моделирование верхними формами – это просто, быстро, а я всегда за скорость в работе. Поставьте пальчик вверх, если считаете так же. Забегая вперед, хочу сообщить, что такой вид моделирования подходит не всем. Для нестандартных верх- или вниз растущих ногтей применяйте стандартные шаблоны для моделирования. Давайте приступать! В работе я буду использовать верхние формы от Formula Profi. Именно они их выпустили первыми. Они выполнены из специального гибкого пластика. В принципе, это могут быть и любые другие верхние формы. Продольная арка имитирует натуральный ноготь, то есть в торце ногти получатся с небольшой аркой. Кстати, если вы хотите выполнить арочное моделирование, для этого также есть специальные верхние формы. Акригель у меня марки On IQ, цвет Cold Pink. Он немного полупрозрачный и отлично подходит для работы с верхними формами, чтобы материал хорошо просыхал. Специальная жидкость от Gelish Slip Solution, которая позволяет кисти не залипать в материал, она мне очень нравится, у нее экономичный расход. Мне понадобится кисть, шпатель и баночка для жидкости. Вот с такими ноготками ко мне пришла модель. Специально выбирала короткие, чтобы вам нагляднее показать, как смоделированные ногти могут изменить внешний вид рук. Модель уже пришла с небольшими ранками, но мы постараемся все сделать максимально аккуратно. Подготовлю ногти к наращиванию. Маникюр вы можете сделать как до, так и после. Мне привычнее сделать до. Нормально, да? Нормально все. Насадкой пламя с красной насечкой приподнимаю кутикулу. Тщательно обрабатываю птеригий. Именно он может стать причиной отслоек материала. Перед срезом бафлю ноготь, либо прохожусь мягкой пилкой для того, чтобы приподнять чешуйки ногтя. Свободный край вы можете полностью не убирать, но в моем случае его и нету. Выполняю срез ножничками и зашлифую кутикулу насадкой. Смотрите, каким образом здесь сломан уголочек. Если бы мы наращивали на стандартные бумажные формы, нам пришлось бы их долго вырезать, подгонять под ноготок, но при помощи верхней формы это не составит никакого труда. Теперь необходимые препараты, дегидратор для того, чтобы подсушить ногтевую пластину, и праймер для лучшей сцепки. При необходимости наносим базу тонким слоем. Уточните у производителя вашего акригеля, требуется ли база. Например, мой от On IQ базы не требует. Ноготочки у моей модели влажные, поэтому перестрахуюсь и нанесу базовое покрытие. В лампе просушим 30 секунд. Теперь подберем форму под нужный размер ноготка, его ширину. Прикладываю, сильно не давлю, смотрю, чтобы форма перекрывала боковые стенки ногтя.
Между пластиной и формой должно быть расстояние. Это и будет толщина нашего будущего ноготка. Если вам мешает ступенечка, вы можете отрезать ее при помощи ножничек, либо подровнять пилкой, повторяя изгиб кутикулы. Выдавливаю шарик полигеля, кладу в форму при помощи шпателя. Распределяю материал кистью и жидкостью Slip Solution по правилам моделирования. То есть у кутикулы и на свободном крае минимально материала, а основная толщина расположена в центре типса, формируя будущий апекс. Я запланировал форму заостренный овал, поэтому сразу ее и выкладываю. Слежу, чтобы на боковых стенках было достаточное количество материала. Прикладываю форму к ногтю под углом 45 градусов, прижимаю, смотрю, чтобы не было воздушных карманов и материал прилегал плотно. Излишки у кутикулы убираю палочкой или подправляю кистью. Отправляю в лампу на 2-3 секунды. После этого достаю руку из лампы и поправляю материал с внутренней стороны, чтобы потом не тратить много времени на то, чтобы его опилить твердосплавной насадкой. Ставим в лампу еще на 15 секунд. Снимаю форму, придерживая ее около кутикулы, нажимаю и раскачиваю в стороны. Беру обратный пинцет, поджимаю ноготочек и ставлю прищепочку для фиксации арки. Теперь отправляю в лампу на полную полимеризацию на 1 минуту. Теперь снимаю все прищепки, обезжириваю внутреннюю поверхность. Приступаю к опилу формы. Как сделать заостренный овал, вы можете посмотреть в этом видео. Свободный край, боковые стенки и нижние параллели.
Так как все равно у кутикулы материал ложится не так идеально, как хотелось бы, опилю его при помощи твердосплавной насадки, зеленой насечкой с тонким носиком. Следите за углом расположения вашей насадки, не приподнимайте ее слишком высоко, так как это может привести к пропилам ногтя. Немного сниму объем материала с боковых стенок, так как форма медали у нас должна быть изящной, вытянутой, зауженной. Переворачиваю ручку и также произведу небольшой опил внутренней поверхности. В конце снова доработаю пилочкой форму. Около кутикулы по поверхности я пройдусь бафом, для того, чтобы была в дальнейшем лучше сцепка, либо с топовым покрытием, либо с цветным. В завершение покроем ноготки топом. Отточив все свои движения до автоматизма, такое наращивание будет занимать не больше часа. По-моему, идеально для салонного моделирования. Но все-таки моей любовью так остается моделирование на стандартные шаблоны. А какой вид наращивания предпочитаете вы? Напишите в комментариях, пробовали вы уже работать с верхними формами, возможно, с какими проблемами вы столкнулись, а я обязательно отвечу на ваши вопросы. Желаю всем успехов в работе. Пока-пока!